Ring of Elysium сейчас находится в раннем доступе, и все знают, что FPS в игре пока что очень плохой. Разработчики обещают завести оптимизацию в будущих патчах, и уже выходило несколько больших обновлений. FPS сильно повышался, но проблемы до сих пор остались. В этом видео я расскажу про 3 основных способа повысить FPS. После этого дам пару советов по поводу железа. Итак, первое. Откройте Steam, нажмите на игре правой кнопкой мыши, зайдите в свойства, и внизу вы увидите кнопку «Параметры запуска». Во многих туториалах советуют вводить кучу команд. Большинство из этих команд из PUBG или других игр. Естественно, эти команды не будут работать здесь, потому что игра на другом движке. Не слушайте эти бесполезные туториалы. На данный момент есть одна команда, которая может помочь с FPS, и это команда High, которая задает высокий приоритет игре. И, возможно, если у вас очень мало оперативной памяти или слабый процессор, она поможет вам избавиться от резких просадок. Но на некоторых сборках это наоборот прибавляет FPS, но появляются фризы. Так что поэкспериментируйте с этой командой, как высокий приоритет будет работать на вашем ПК. И второй совет. Не выходя из этого меню, переходим на третью вкладку и нажимаем на предпоследнюю кнопку «Локальные файлы игры». Откроется папка с игрой. Здесь мы увидим много файлов. Нам нужен только один экзешник. Клиент игры, Европа Client. Нажимаем правой кнопкой, переходим в свойства и на вкладку «Совместимость». Здесь советую открыть настройки для всех юзеров в самом низу. И дальше выставляем галочку на второй опции «Полноэкранная оптимизация». Многие пишут, что это им сильно помогает против фризов в игре. Также можете поставить галочку «Запуск от администратора». Но это не обязательно. Но скоро я сделаю отдельное видео, как улучшить графику в игре без потерь FPS, так что лучше сразу поставьте, в будущем это вам может помочь. Третье, что я посоветую, связано с настройками и разрешением в самой игре. Больше особо полезных советов повысить FPS нет, и опять же не слушайте бесполезные туториалы, которых сейчас очень много. В игре, конечно, стоит выставить настройки на низкие для максимального FPS, потому что игра очень прожорливая. И если у вас неплохая видеокарта и у нее много памяти, я советую повысить высокое или стандартное сглаживание. На мощной видеокарте у вас FPS вообще не просядет. Например, на GTX 1080 у меня нет никакой разницы в FPS между низким сглаживанием и высоким. И что насчет разрешения? Оно может сильно прибавить вам FPS, но его нельзя сейчас менять в игре. При этом есть другой способ. Игра выставляет разрешение вашего рабочего стола. Так что вы можете поменять разрешение в винде, и в игре оно тоже изменится. Это можно сделать двумя способами. Первый — нажать правой кнопкой мыши на рабочем столе и открыть настройки дисплея. И в открывшемся меню выставить разрешение. Или открыть панель управления NVIDIA и в настройках дисплея выставить тоже другое разрешение. И какое же разрешение стоит поставить? Для широкоформатных мониторов новых я советую 1600 на 900 разрешение или 1280 на 720. Если у вас старый квадратный монитор, во-первых, купите новый монитор, какого хера вы делаете. Во-вторых, Google вам помощь в поиске разрешений пониже. Или я вам лучше советую, попробуйте сами разрешения на вашем мониторе, которые меньше вашего и которые не будут смотреться слишком мыльно. Ну и напоследок коротко дам пару советов, которые могут помочь в редких случаях. Их можно найти в любом бесполезном туториале к любой игре, но может они вам и помогут, поэтому все же. Первый совет — это зайдите в панель управления Windows, дальше в настройки питания, это значок батарейки, и выставьте режим высокой производительности, больше ничего трогать не нужно. Второй совет — зайти в панель управления NVIDIA и в настройках 3D выставьте режим высокой производительности, чтобы ваш компьютер работал на полную мощность, не экономил энергию. Больше здесь что-то менять нет смысла, настройки по умолчанию должны подойти всем. Но есть вот эта опция с пререндером кадров, она вам сильно поможет в приросте FPS, но я не советую ее включать, так как у вас будет очень большой input lag, то есть задержка между вашими действиями и игрой, а это очень критично в онлайн-играх, оно того не стоит, поверьте. Третий совет: если у вас ноутбук и в нем 2 видеокарты, одна в процессоре, вторая отдельная, зайдите в панель управления NVIDIA, опять же, и выберите свою мощную видеокарту основной. У меня есть игровой ноутбук, на нем стоит достаточно слабая GTX 1050, но на ней игра выдает стабильно 70 FPS. На встроенной видеокарте игра не идет и в 30 FPS, то есть просто проверьте, что у вас эта опция выставлена правильно. И напоследок один совет, который сами давали разработчики недавно. В одном из патчей произошла проблема с обновлением Windows и драйверами NVIDIA. Они связывались с NVIDIA, и разработчики советуют обновить ваши драйвера до последней версии на видеокарте и обновить Windows до последней версии, иначе у вас может очень сильно проседать FPS.
И больше никак нельзя значительно повысить FPS сейчас. Если я найду еще какой-то способ, я сделаю новое видео. А на этом из оптимизации, в общем-то, все. В остальном остается только ждать новых патчей. И как обещал, я сейчас расскажу немного про железо. Если вы задумываетесь об обновлении вашего ПК, и вы часто играете в Battle Royale игры, такие как Roya, то я вам советую обновлять в первую очередь процессор. В подобных играх видеокарта мало что решает, так как весь сетевой код и огромное количество игроков на сервере, все это обрабатывается процессором. К примеру, в Roya меня недавно кинуло на сервер без игроков, и у меня было более 150 FPS. То есть вся основная нагрузка и ваш FPS в целом зависит от мощности ядер вашего процессора и их частоты. Это проверено мной и многими другими тестами на YouTube. Именно поэтому даже небольшой разгон процессора дает очень большой прирост FPS. Однако старые процессоры я вам не советую разгонять, тем более если у вас плохое охлаждение. Итак, если обновляться из новых видеокарт, я вам посоветую брать GTX 1050 Ti как минимум, или лучше подкопить и взять 1060. Прирост во всех играх по FPS будет огромный. При этом обычную 1050, не Ti, ни в коем случае не берите. Но опять же, видеокарту стоит обновлять, если у вас совсем уж старая видеокарта, и она всегда под 100 загружена в Roya, например. Но если у вас много денег, можете взять GTX 1070 Ti или GTX 1080. А вот новый процессор уже смотрите чисто по вашим деньгам. Берите как можно более лучшую модель i5 нового поколения, или если собираетесь записывать видео, монтажи делать или стримить даже, то рассматривайте i7 новых поколений или выше. Но я посоветую i5, потому что они сравнительно дешевые сейчас, и их хватит абсолютно на любую игру. Ну и на этом все из основных советов. Опять же, если появится что-то новое, я сделаю отдельное новое видео. И скоро я собираюсь сделать видео о том, как сильно улучшить графику без потери FPS. Этот туториал уже будет для всех игр, не только для Roya. И надеюсь, видео было полезным для вас. Оставайтесь на канале, чтобы не пропустить туториалы и новые видео по Roya. Всем удачи!